И только в бане она поняла, почему ресторан и кино было бесплатным. Два пальца. Мягко, мягко. Приветствую, меня зовут Антон Епифанов, я врач-невролог. Следующие несколько роликов попробую разобрать для вас наисложнейшую тему — пояснично-крестцовый отдел позвоночника, ягодичная область, тазовый регион, нервы, сухожилия, сумки, мышцы, что там может болеть. Когда я сам учился массажу, это было в 2001 году, в ягодичной области я вообще на лекцию не пошел. Я посчитал, что не буду я делать массаж ягодиц, моветон какой-то. И пропустил эту лекцию. Спустя уже, наверное, лет 10 я понял, что на боль-то в ягодице жалуется огромное количество людей. Это и водители, которые сидят, это и работники офиса, это и спортсмены, это и пожилые люди, у которых нарушилась походка и что-то болит в ягодице. Иногда боль в ягодице достигает 9-10 баллов. С этим регионом ягодиц связано огромное количество проблем, но с этим же регионом связаны огромные диагностические трудности. И сегодня я попробую добавить в вашу шкатулку знаний о болях в спине, ягодице и ноге не только грыжи, но и что может локально случиться в этом регионе и что приносит проблемы пациенту. Своим массажистам я всегда объясняю, что руки — это такой же диагностический инструмент, как и УЗИ-аппарат, как и МРТ. Они позволяют массажисту не только совершать какое-то действие с разминанием, поглаживанием или растиранием, но они позволяют собирать информацию входящую. Кожа должна быть холодная, одинаковая по температуре, не должна быть красная. И согласитесь, если человек пришел к врачу, и врач не видит человека раздетым, он может не увидеть области, регионы с разогретой кожей, с горячей. Он может пропустить какие-то высыпания, новообразования и так далее. Чаще всего руками работают массажисты, мануальные терапевты, поэтому призываю этих специалистов более детально осматривать человека и его кожные покровы. На самом деле онкопатология, которой мы сейчас кратенько коснемся, она не занимает лидирующее место в среде смертности онкорисках. Невусы, какие-то родинки, внутридермальные какие-то дерматофибромы, простофибромы, липомы. Эти новообразования могут оказаться злыми, и тогда человека нужно отправить без всякого лечения, нужно отправить в онкологический центр и проверить его. Друзья, у нас появилась возможность отсматривания ваших МРТ-снимков. Вы можете загрузить к нам на сайт, и наши врачи-клиницисты, которые имеют огромный опыт отсматривания разных снимков МРТ, смогут описать их реальное состояние и выслать вам бесплатно развернутый ответ по поводу вашей спины. Видим кожу, видим, она не красная, она абсолютно одинаковая с двух сторон. Для невролога очень важно, чтобы сторона была одинаковая не только по выраженности мускулатуры, но и по кожным покровам. На кожном покрове могут быть какие-то сосудистые звездочки с одной стороны. Кожный покров может быть с тонкой подкожной клетчаткой и с обычной подкожной клетчаткой. Кожа может быть смещаемая, то есть она должна легко смещаться, она же соединена с соединительно-тканными перегородками, с подкожной клетчаткой, с фасцией. Любой массажист, к которому попадается пациент, вдруг может обнаружить, что почему-то кожа в каком-то регионе не смещается. Это говорит о том, что какой-то процесс патологический, образование спайк в этом месте уже был. Это могло быть рубцевание, какое-то перегревание или даже какие-то новообразования. Профессионал отличается от непрофессионала вниманием к деталям. Если в моей голове про ягодичную область лежит 50 болезней, а какой-то другой врач про ягодицу знает только седалищный нерв и грушевидную мышцу, из 100 приходящих человек у того врача будет диагноз: у кого-то грушевидка, у кого-то седалищный нерв. Все. Он не будет знать, что здесь будет вертельная сумка болеть, здесь не будет трахантерита, здесь не будет синдрома запирательной мышцы, здесь не будет близнецовой мышцы, квадратной мышцы бедра, здесь не будет ишиофеморального соударения и так далее. Он просто не знает этих слов. Вы все смотрите ролики про долбежку позвоночника молотком, киянкой, банкой, локтем и так далее. Ребята, запомните, если уж ягодицы устроены так, как вы сейчас узнаете, вы посмотрите, насколько это сложно. Представьте себе на секунду, насколько сложно устроен позвоночник. Почему наша эволюция запихнула спинной мозг в костное ложе?
Почему она окружила его 3 оболочками, повесила внутри жидкости, окружила венозным сплетением? Неужели для того, чтобы кто-то долбил в поясничное уплотнение, утолщение спинного мозга, вызывая рефлекторный спазм защитный в ногах? Это все равно, что брать iPhone, швырять его о стену, думая, что вот теперь-то он точно заработает. Сохраняйте критику. Ладно, мы отвлеклись, возвращаемся к ягодицам. Допустим, у нас пришел человек, и он жалуется на крестцово-поясничный отдел. Первое, мы берем и смотрим кожу, мы ее смещаем, мы ее трогаем и проверяем, нет ли здесь какой-то болезненности. Причем сравнивайте всегда с одной стороны и потом только с другой стороны. Если человек жалуется на боль с левой стороны, то начните с правой осмотра, потому что это здоровая сторона. Если с правой, то наоборот. Итак, кожа везде смещается, никаких спаек мы не чувствуем, болезненности не выявляется. Что мы можем обнаружить? Мы можем обнаружить, что кожа с одной стороны нечувствительна по сравнению с кожей с другой стороны. Причем это такой узенький регион размером там с ремень, может быть, да. И это говорит о том, что задняя веточка нерва чувствительная, которая попадает в околопозвоночную мускулатуру и иннервирует в том числе и кожу, она почему-то выпала, это так называют неврологи, симптом, когда нерв перестает функционировать и осуществлять свою функцию. То есть выпала чувствительность. Это всегда говорит о том, что есть какая-то патология, в том числе и в области позвоночника. Следующее. Мы можем обнаружить, что у человека с одной стороны наоборот яркая болезненность. То есть мы делаем массаж с одной стороны, делаем массаж с другой стороны. И понимаем, что с одной стороны человек говорит, мне очень больно. Только рука массажиста, ни УЗИ, ни МРТ, ни КТ, ни рентген не дает столько представления о болевом регионе. Потому что боль – это функциональное понятие, которое у человека сейчас есть, завтра нету. Наша задача искать, как саперы, локальную болезненность, воспроизводить знакомый симптом для человека, чтобы уточнить источник исходящей боли. Следующее в пальпации кожи – это взять кожную складочку. Мы берем кожную складку и сравниваем чувствительность. Есть чувствительность, о которой пациент говорит сам, говорит, ой-ой-ой, мне больно. И второй вид чувствительности, когда мы сами замечаем фациальную реакцию пациента. Как только лицо искажается, появляется гемифациальный такой спазм, когда там какие-то мордочки человек начинает строить, это значит, что я попал в болезненный регион. И вот с этого момента, что называется, начнем поподробнее. Что еще может быть? Ну, мы можем заметить слюну, вытекающую изо рта, или там сон, храп. Это говорит о том, что те лечебные манипуляции, которые мы производим, они не глубокие, они 100% полезные, расслабляющие, и это правильный эффект. Пусть вы не внесете изменения в ткани, но на каком-то рефлекторном уровне вы заставите мышцы расслабиться, уберете спазмы, и человеку точно станет лучше после этого массажа. Так что пусть спят на здоровье. Подставляете там ведерочко, чашечку какую-то, слюноприемник и работаете. Дальше мы можем проверить подкожную клетчатку. Подкожная клетчатка – это фактически тот жирок, который находится под кожей. Первое, мы можем найти в нем липому. Липома – это такое круглое образование, мягкое, это самое мягкое новообразование, которое есть. О чем для нас это будет говорить? Что мы это место массировать, трогать, давить не будем. Попробуйте у своих пожилых родственников или у мам-пап посмотреть область крестца, пальцем спросите, нет ли у них шишечек, которые катаются над крестцовым суставом. Это очень интересно. Они называются эписакральные липомы. Это когда оболочка, которая лежит под кожей, такая пленка плотная, она надрывается, и в эти расщелины вылезает жировая клетчатка. Вот эти эписакральные липомы сами по себе могут служить источником боли. Для врачей, если вы обнаружили эписакральную липому, и человек отмечает боль в этом регионе, и вы надавливаете на нее, он говорит, да-да, это похоже на то, что я чувствую, вы можете провести новокаиновый тест, или лидокаиновый, 2% лидокаин или 0,5% новокаин, вводите в эту эписакральную липому и проверяете, не исчезла ли болезненность, не стало ли человеку лучше. Это элементарный способ проверки. У нас есть лимфоузлы. Итак, я массажист, или я просто работаю с ягодицей, что-то с ней делаю, там делаю массаж какой-то, и вдруг в области седалищного бугра я нахожу лимфоузел, он пальпируется, смещается внутри кожи, и он крупный. Не надо лимфоузлы сравнивать с монетами, яйцами, там, этими фасолинами. Просто делите их на те, которые до сантиметра, те, которые больше сантиметра. И лимфоузел размером больше сантиметра – это уже большой-большой знак вопроса, а что происходит?
Отток по лимфатическим капиллярам идет снизу вверх, там есть клапаны. Благодаря мышцам он происходит, ток этот очень медленный. И если вы вдруг под коленом обнаруживаете какое-то крупное смещаемое образование, то это может быть или киста Беккера, или тот самый лимфоузел. Поднимаемся чуть выше, и мы можем найти лимфоузлы даже в перианальной области, то есть прямо совсем рядом с копчиком. Если вдруг такая история обнаруживается, это тревожный признак, не нужно делать этому человеку ни массаж, ни вправление позвонков, нужно отправить его к терапевту или иммунологу для того, чтобы обнаружить, а все-таки что за лимфоузлы здесь увеличены. Еще на себя могут обратить внимание паховые лимфоузлы. Если вы пальпируете паховые лимфоузлы, и они реально увеличены, и они сильно увеличены у человека, то это может говорить о том, что есть некая инфекция в ногах. Это может быть даже какой-то вросший ноготь или какая-то любая там кожная инфекция. Да? Лимфоузлы должны быть мелкие. Ну вот, допустим, я нашел лимфатический узелок. Мелкий, не спаянный с тканями, он легко смещается. С этой стороны чуть побольше. То есть не должен быть вросшим такой в ткани. Он такой мягенький. Он не должен быть болезненным, не должен воспроизводить никаких симптомов у человека. Если у человека, у взрослого, увеличены лимфоузлы, то в 70% случаев это некая патология. Приступим к пальпации того, о чем знают все массажисты, но хотелось бы уточнить. Это мышцы. Нам нужно сперва ознакомиться с мышцами в положении человека в покое, когда они выключены. Может быть, они изменены настолько, что даже в горизонтальном положении они проявляют болезненность. И если даже в покое, в положении мы находим болезненные симптомы, воспроизводимые у человека, то нам не нужно проводить никакого функционального тестирования, нам не нужно в этот момент искать разницу в длине ног, нам не нужно проводить какие-то дополнительные диагностические манипуляции, потому что мы уже определились с источником боли. Зачем нам вводить новую вводную, чтобы еще усложнить процесс диагностики? Пока она держит руки впереди, у нее работают мышцы, напрягающие поясницу, потому что она разгибается. Наша задача выключить экстензорную группу мышц спины, чтобы она согнулась, и я имел возможность глубже проникнуть в мышцы. Стоит ей чуть-чуть разогнуться, ее мышцы превращаются в камень, и я уже не могу ничего здесь пальпировать. То есть это дерево фактически. А ягодицы также сделай. Собери. И то же самое, какая там грушевидная мышца. Я ничего не могу пропальпировать напряженные ягодицы. Поясничный регион, на какие мышцы нужно обратить внимание. Первое – это многораздельная мускулатура, которая лежит в непосредственной близости рядом с остистыми отростками. Многораздельные мышцы выполняют функцию фиксации позвоночника и делают таким образом, что у нас один позвонок не съезжает с другого. Также они поддерживают лордоз, занимаются ротацией позвоночника, если этого требует какое-то глобальное движение. Невозможно накачать широчайшие мышцы спины или ромбовидные мышцы или какие-то ягодицы, не включая при этом мелкую мускулатуру спины. Многораздельная мускулатура находится в непосредственной близости от остистых отростков. Я пальпирую и смотрю на лицо пациента. И я уже видел, что в нижнем поясничном отделе у нее была легкая фациальная реакция, то есть она моргнула глазом, даже незаметно для себя. Вот смотрите, у нее здоровый регион, и нет никакой реакции, ничего не беспокоит. Я спускаюсь чуть ниже, что-то появляется, и вот я чувствую, да, болезненность многораздельной мышцы с левой стороны. И вот я подхожу к региону, который должен гипотетически болеть, если ты нагружаешь свою спину, это нижний поясничный, и мы уже находим, вот они, точки болезненности. Пробуем многораздельную мышцу с другой стороны, и видим такая же история. Чуть-чуть получше, но вот здесь все равно больно. Да. Пальпация осуществляется с отягощением многораздельной мышцы сразу за остистым отростком. Мы не давим на остисты пока. И проверяю, и появляется болезненность. Окей. Отступая от многораздельной, появляется разгибатель спины. И мышцы разгибателя спины тоже могут быть болезненны, но это чуть более крупная мышца. Если уже боль дошла до нее, это говорит о том, что все-таки процесс довольно такой старенький уже. Еще отступая от позвоночника, мы находим квадратную мышцу, которая крепится к нижнему ребру и прикрепляется от 12-го плавающего ребра к гребню подвздошной кости.
вплетается. Тут вот очень плотная фасция, такой пакет, называемая грудопоясничная фасция, и с ее надрывами связано появление эписакральных липом. А так, по большому счету, это место крепления практически всей мускулатуры спины, ягодиц, и это фиксация крестцово-подвздошного сустава. Как только вы нарушаете тренировку, как только вы тренируетесь слишком асимметрично, как только вы вообще бросаете тренироваться, у вас появляются проблемы с фиксацией этого региона, появляется болезненность, потому что как только появляются какие-то легкие люфты, движения там, где их быть не должно, у вас появляется болезненность. Вот и все. Итак, квадратная мышца. Ее можно проверить, надавив между ребрами и тазовым гребнем. Ох, и здесь все болит. Да, то есть мы здесь находим какую-то проблему. Мышца находится довольно зажатая. Если у человека между ребрами и между тазовым гребнем не проходят даже пальцы, это говорит о том, что у него или очень выраженный сколиоз, или очень выраженный остеопороз. Ну, в общем, какая-то проблема. Поэтому я призываю вас, если вы хотите серьезно оценить состояние своего поясничного отдела, сделать это руками невозможно, делайте МРТ. МРТ исключает серьезную патологию. Руки помогают локализовать болезненность. Итак, ягодичная мускулатура. Большая ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца. Все массажисты и все люди, связанные с лечением болей в спине, тазового региона, все прекрасно осведомлены об этой мускулатуре. Тренеры знают, как их тренировать. И с самой ягодичной мускулатурой не так много связано разных проблем. Ну, допустим, мы можем пальпировать среднюю ягодичную и вызвать у человека некую болезненность. Да? И это нормально, потому что часто эта мышца перегружена, она вместе с напрягателем широкой фасции, который находится чуть ближе. Вот он. Вот напрягатель широкой фасции, да, вот он. А вот средняя ягодичная, хорошо. Эти мышцы дают боль по отводящему тракту ноги. И теперь мы перемещаемся к региону, о котором забыли, о котором вообще никто не думает. О том регионе, который вообще-то виноват в болях в ягодице. Внутри, в подъягодичном пространстве, расположены разные структуры. Это сосуды артериальные, это верхняя и нижняя ягодичная артерия, это седалищный нерв, это запирательный нерв. Причем седалищный – это самый крупный нерв в организме. Как вы думаете, если сдавить самый крупный нерв в организме, будут ли боли возникать? Конечно, будут. И с этой симптоматикой очень часто обращаются к врачам. Но как отличить боль в седалищном нерве от боли от грыжи? Ведь они же идут в одном и том же регионе. Очень просто. Для начала нужно выполнить МРТ и увидеть грыжу или протрузию, которая сдавливает конкретный корешок. Во-вторых, боль от седалищного нерва будет гораздо более дискомфортная даже, чем от самой грыжи. Почему? Потому что это огромное образование, которое может дать не только снижение какой-то чувствительности, но вообще жуткие неприятные ощущения в виде выливания воды на ягодицу, как будто горячее что-то течет по ноге и так далее. Это вот все дает седалищный нерв. Итак, седалищный нерв формируется из крестцового сплетения, из нижних поясничных корешков и выходит через большую седалищную вырезку прямо над грушевидной мышцей. Поговорим о клинически важной третьей группе мышц, которые находятся в ягодичном регионе. Это наружные короткие ротаторы бедра. Целая группа мышц. Это грушевидная мышца, это внутренняя запирательная мышца, это две близнецовые мышцы и это мышца квадратная бедра. Все эти мышцы очень коротенькие, соединяют регион между седалищной костью и вертелом бедренной кости. Там образуется пространство и целый канал, в котором находится седалищный нерв. Понятно, что грушевидная мышца может сдавить этот нерв или воспалиться, или гипертрофироваться. А мы знаем, что у 15% людей есть особенности анатомии, в результате которых этот нерв может поддаться сдавлению. Как их пропальпировать? Первое. Находим седалищный бугор. Седалищный бугор – это кость, на которой мы сидим. Сидит человек гипотетически на 3 точках, это седалищные бугры, и у кого-то еще копчик, особенно если он отклоняется назад, то сидит точно на копчике. К седалищному бугру крепятся вот эти наружные короткие ротаторы бедра, то есть они вращают бедро наружу. Мы это движение можем видеть вот так, вот так. Вот это наружное вращение бедра. Почему наружное? Я же стопу веду
Кнутри, да, стопа идет кнутри, но бедро вращается наружу. Зачем нам все это знать? Седалищный нерв, который выходит из большой седалищной вырезки, выходит над грушевидной мышцей, может быть ей ущемлен. Когда он идет мимо гамстрингов, попробуй согнуть ногу и подержать, Борис со мной, да. Гамстринги — это группа мышц сгибателей голени, которые крепятся тоже к седалищному бугру. В этом же месте находится сумка, в этом же месте может гипертрофироваться их сухожилие, оно может отекать, болеть, возникать тендиноз. И все это будет сопровождаться болью в седалищном нерве, потому что он лежит в непосредственной близости с этими сухожилиями. Как нам узнать, болит ли этот нерв именно из-за этих сухожилий? Я провожу тест, 90 градусов сгибания, и человек говорит: я сгибаю голень, у меня возникает боль в ягодице. Это и есть ущемление нерва или раздражение этого нерва рядом с группой сгибателей голени. Окей, не получил симптоматику, разгибаю немножко и все равно продолжаю. Сгибай. Еще раз. Угу. Не больно? Это и есть, когда гамстринг-синдром влияет на седалищный нерв. Седалищный нерв, как и любые другие нервы в организме, подвижен. И учение о подвижности нервов, оно сейчас набирает обороты. Таких исследований много. Проводят УЗИ, сгибают, разгибают суставы и видят, что нервы действительно скользят вдоль этих образований. Седалищный нерв скользит не только при сгибании и разгибании ноги, когда мы поднимаем ногу, но также скользит и когда я делаю свободненько, делаю наружную и внутреннюю ротацию. То есть нерв может смещаться вплоть до вертела и уходить до гамстрингов внутри своего седалищного канала. Если я выявил, что седалищный нерв болит где-то с этой стороны, я могу провести тестирование, я могу постучать по ягодице. И если человек говорит, что просто при поколачивании по ягодице у него возникает стреляющая боль в ногу или в ягодицу, это тоже синдром сдавления седалищного нерва. Если боль появляется при ротации бедра, это тоже сдавление седалищного нерва. Мы находим седалищный бугор и находим его наружную часть. То есть это такая кость, и с наружной части этой кости у нас крепятся все вот эти мышцы. Итак, квадратная мышца бедра, ничего. Близнецовые мышцы, седалищная мышца. Угу. То есть у нас здесь уже как бы во втором тесте показывается, что болит не только брюшко грушевидной мышцы, но и место крепления грушевидной мышцы. Как их массировать? Можно ли их массировать? Конечно, можно. Можем массировать седалищный бугор по наружной поверхности. Только делайте это аккуратно. Вы можете положить человека так, как вам удобно. И тогда что происходит? Мы приближаем вертел к седалищному бугру. Таким образом у нас получается эти мышцы немного в более расслабленном состоянии. Это будет уже не так болезненно. Можем использовать основание ладони. Если болезненность очень выраженная, мы можем просто использовать локоть. Причем в первый раз мы можем просто ставить локоть в проекцию этих мышц и просто ждать, когда человек привыкнет к этому. Локоть удерживать в такой позиции можно от 40 секунд до 2 минут. Наблюдайте, чтобы боль постоянно уменьшалась. Если боль нарастает, это говорит о том, что патология там серьезная. Этот прием не нужно использовать, он не подходит. Кроме патологии этих мелких мышц, может быть патология места их креплений, но также могут болеть и сумки. Сумки – это специальные образования, высланные синовиальной тканью. Эти сумки, они служат для того, чтобы ткани, которые лежали над ними, хорошо скользили. Когда скольжение нарушается, в случае повышения жесткости ткани, в случае гипериспользования этой ткани, то сумка может отекать, болеть. Это явление называется бурсит. Бурситы в области трахантеров встречаются довольно часто. Итак, мы смотрим вертел и проверяем сумку абсолютно безболезненно. Смещаемся чуть ниже и проверяем сумку под отводящим трактом. Тоже безболезненно. А еще то место, на котором мы сидим, мы же тоже все время сидим на сиденье, травмируя костное образование, и организм туда тоже положил сумку, так называемую седалищную сумку. Еще 3 образования, на которые мы обратим внимание, это копчик и связки этого региона с вертелом, с седалищной костью. Итак, у нас есть копчик. В копчике боли встречаются часто. Это могут быть беременные женщины, это состояние после родов, после травм, да и вообще просто из-за артроза.
Вы теперь знаете, что иногда при сидении мы опираемся на копчик, и в нем может возникать болезненность. Как проверить копчик? Первое. Мы находим косточку, вот идет крестец, потом он заканчивается, и идет сустав крестцово-копчиковый. Сам сустав, мы ставим палец, ставим отягощение и пальпируем сам сустав. То есть мы просто трогаем его, смещаем ткани над ним. Если сустав болезненный, то тут же появляется или фациальная реакция, или еще что-то. Дальше мы находим макушку копчика, ставим палец и толкаем копчик кверху. И получаем болезненность. О чем это говорит? О том, что копчик при определенных движениях у этого человека болит. Чтобы по-настоящему посмотреть копчик, нужно обратиться к врачу. Врачу нужно принести снимки. И осмотр копчика производится только per rectum. Врачам понятно, через прямую кишку. Массажистам и всяким другим людям я не рекомендую заниматься проверкой копчика вот таким образом. Почему? Потому что массажист только уронит доверие к себе, если попытается произвести это. Это неправильно, это называется несанкционированный контакт. Ни один человек нормальный на это не должен быть готов. Врач во время осмотра может подвигать копчик и увидеть гипермобильность его, болезненность слизистой, болезненность связочного аппарата и удостовериться, что это действительно копчик, воспроизведя симптомы болезненности у человека. Крестцово-бугорная связка, она как и грушевидная мышца, похожа, она крепится к крестцовому крестцу и к седалищному бугру. Как ее пропальпировать? Я беру два пальца, рядом расположенные большие пальцы, создаю запас кожи. Это довольно частый прием, потому что иначе будет очень некомфортна сама пальпация. Создаю запас кожи, захожу между седалищным бугром и крестцом, то есть между седалищным бугром и крестцом, два пальца мягко хватаю эту связку и начинаю ее тянуть. И при этом человек не испытывает никакой болезненности. Это как раз и говорит о том, что ничего здесь опасного нету. Зачастую эта связка дает огромное количество неприятных ощущений. Люди не знают, что это такое, не могут ее даже пропальпировать. И следующий момент, который тоже из этого региона, это самые, наверное, мои стесняющиеся пациенты. Это пациенты, которые ходят с онемением в промежности, с онемением мошонки, с какими-то неприятными ощущениями в медиальной, то есть внутренняя поверхность бедер. Об этом сложно рассказать врачу. Зона интимная. Если неприятные ощущения преследуют вас в интимной зоне 1,5-2 года, вы точно становитесь невротиком. Любой врач, к которому вы придете, уже с легкостью пишет вам в диагноз психосоматическое расстройство, соматофорный синдром и так далее. Но на самом деле просто это слишком интимная область, чтобы не уделять ей никакого внимания. Поэтому пришел человек, жалоба, онемение промежности, какие-то дискомфортные ощущения. Где пропальпировать, как массажист может это ощутить? Седалищный бугор, с наружной части к нему крепятся короткие ротаторы бедра. С внутренней части, там, где крепится внутренняя запирательная мышца, запирательная мембрана, в верхней ее части выходит запирательный нерв. Запирательный нерв и срамные нервы, они идут рядышком и вызывают вот эти вот множество неприятных симптомов, связанных с аногенитальной областью. Создаю запас тканей, захожу из внутренней поверхности и пальпирую. Вот это место и есть место выхода всех вот этих нервов, которые касаются генитальной сферы. Поверьте, у людей, у которых это болит, вот я захожу, допустим, со стороны захожу, вот. Главное создавать запас кожи, чтобы ничего не натягивалось и не было неприятно. Вот я пальпирую место, которое является средоточием практически болезненности у всех людей, у которых есть боль там в области копчика и так далее. Мы можем также сделать и поколачивание. Мы можем уложить человека в другую позицию и проверить исключительно эту область. Ну вот примерно из этих этапов пальпации состоит осмотр ягодичной области. В следующих роликах я расскажу о тестировании, которое мы можем провести. Ребята, не думайте, что человек устроен слишком просто. Он устроен, я бы сказал, очень навороченно. Очень много тонких образований, которые могут подвергнуться сдавлению, спазму, смещению, еще чему-то. Это дает симптоматику, и врачу нужно очень много знать, чтобы вас продиагностировать. Не спешите заниматься самодиагностикой. Эти ролики исключительно для того, чтобы вы
посмотрели, как много разных симптомов и, возможно, что-то похоже на ваши. И когда вы придете к врачу, вы просто укоротите время приема, задав правильные вопросы. И за то, что нам предоставили прекрасный сюжет, мы поблагодарим Анастасию. Ее инстаграм будет в ютубе в описании под видео. Заходите, смотрите. Она занимается пилоном. Ну, а я рад вас всех видеть. Спасибо вам огромное. Пока-пока.